Всем доброе утро. Едем на работу. Сколько у нас? 6:30. Che cerchi? Che cerchi? Ancora presto papà. Soldi per la settimana. Buongiorno, soldi? buongiorno ragazzi. Andiamo. Видите, в такой машине красивой перевозят лошадей. А у нас есть автобусы похуже для людей. Bella macchina, Maria. Bella, bellissima. Questa per cavallo. Cavallo. Per cani. У нас тут проблемка большая. Ее не было. Надо подремонтировать. Ti vedi che ti entra anche vicino a quello? Sì. Qua. Sì, sì. Так, должны мы теперь этот кусок отрезать, чтобы у нас было все по линии ровненько. Ecco maestro, preparato tutto, vai. Сделали мы дырочку. Супер. Мы обрезали все сгнившие доски, балки. Ну, теперь их надо чем-то заменить. Я ничего мудрого не придумал. Напоминаю, что мне это все сделать надо по минимуму, по-быстрому. Все это нашел здесь на мусорке. Главное, чтобы держалась мне вот этот край крыши. Sera faccio questi buchi. Sera? Cazzo. Spingi questo. Mettilo qua. Mariano, serve punta. Mariano. Ah, Oh. ma gira un po'. Mariano, Oh! già 10 volte provato. Non mi è. Vedi? Vedi perché mi sono messo questa? Perché tiene più caldo. Tu ce l'hai freddo? Ah, questo già ci sta. La batteria scarica. No, nuovo. Come? Carica, caricato. A sai fare botta. Perché si scarica? Батареи это все хорошо. Я думаю, что это помощнее.
va bene, però batteria è comodo, va bene, però questo è sempre meglio. Questo è meglio. Quanto hai fatto? 2 buchi? Ma sei sicuro che questo è buono? Sì. No. Questa dove l'hai presa? D'altra... Aspetta, io ho fatto i segni qua. Dove l'ho fatto? Tu hai preso questo qua? Qua c'è... Ah. Ma che devi fare buchi qua? Qua e qua. Questi che sta la parte Però dentro. devi fare un po' più giù, non centro, centro. E la parte dentro questa. Così. Questo è il segno. Tac. E qua. Solo per la grondaia o anche per la tavola? Tutto vuoi tagliare? Per mettere tavolo più giù. Quindi tutto? Sì. Fino tavolo. Показываю вам все-таки, стараюсь более-менее подробно. Мне хочется, чтобы вы понимали всю сложность этих работ. Особенно, наверное, мне будут благодарны люди, которые тоже занимаются такими работами и тоже со мной согласятся, что люди не ценят нашу работу. И вот покажу вам, что мне прислали. Буквально вчера вечером, я не пойму, кто, но сделал скриншот и вам объясню. Высылает мне какая-то Яна в Вайбере вот это вот видео. Смотрю. Смотрел, думаю, ну и ничего не пишет. Показываю вам сейчас скриншот, что она сделала. Думаю, какого хера, блин. Ну, посмотрел, ну, прикольно. Вот подписала она. Человечность надо включать. Ну, опять же, нормальный человек объяснил бы, что он хочет. Отправляю знак вопроса. Присылает восклицательный знак. Классный разговор, не? Я говорю, хотите печеньку? Свої маємо. Типа, свої имеем. Ecco, maestro. Preparato tutto, vai. Ну, я так понимаю, что кто-то имеет в виду, что печеньки это бабки. Типа, наверное, я кому-то сделал работу и показалось то ли дорого, то ли еще что. И значит, я такой ненажорливый рабочий, что мне все мало и мало. Так вот, во-первых, я не тупее этой вороны, это раз.
Это я объясняю для тех, кто, может быть, еще тоже так думает. На все эти работы есть цена, понимаете, как в магазине. Вы приходите, можно открыть интернет, Google, там все цены есть прекрасно. Но вы не хотите, вам не интересны эти цены. Вы почему-то считаете, и особенно очень много украинцев именно так считают, что вы будете решать, сколько мне достаточно, и меня судить. Да, в такой системе я проработал 15 лет где-то, на всяких бригадиров украинских, работодателей итальянских, албанских, всяких разных. При этом все хорошо зарабатывали, а я им просто помогал зарабатывать. Ровная линия, блин. Все тупое, у меня нету не приспособлено все для дерева. Cambia un po' il disco. Ah? Cambia un po' il disco. No? Quello di ferro serve. Это на Грандае 92 евро я потратил. Скажу вам, что я действительно всегда дорожил друзьями, любил дружбу. Мне насрать было на деньги, потому я их и не имел-то никогда всю жизнь. И вся моя семья такая, что жена, что сын. Да, с нами дружить очень выгодно, но если бы вы знали, какое количество людей этим пользовалось здесь. И я изменился, а вот мой сын, моя жена, нет, они вот так и продолжают жить. Но кто-то один должен разозлиться на это все и как что-то попытаться изменить. Я не стал каким-то там бесчеловечным, я просто отношусь к этому так. Это моя работа, я тоже хочу какую-то уже купить квартиру, мне уже 57 лет, хватит играться. Поэтому я решил просто заняться какими-то заработками и искать просто клиентов богатых, те, кто могут оплатить это достойно работу. Нет, все, мне не интересно. Ну, а, кстати, уже если взять эту ворону, знаете, почему она так сделала? Если бы эти печенюшки валялись каждый день и везде, где хочешь возьми, она бы взяла одну. Но здесь ей подфартило, и она пытается урвать все. Да, также и в работе здесь бывает, что попадается клиент классный, работа классная. Вот, допустим, почему я здесь не взял ни одного итальянца, ни электрика, ни гидравлика, никого. Потому что все эти работы я могу сделать сам. Света мне это позволяет сделать. Почему бы не урвать все печенюшки здесь самому, а не раздать их 5-10 итальянцам? В чем проблема? Но еще очень важно, вот эти вот, знаете, человеческие обиды. Обиделся, два слова написал, ничего не понял никто, не разобрались. И так люди и живут. Есть проблема, сядьте, поговорите, давайте даже позвоните, мы обсудим все это, и вы поймете, и я, может, что-то изменю. А вот так вот общаться, вопросительный знак, восклицательный знак, это не общение, это какая-то дурка, которая нас приведет только в тупик и в непонимание, согласитесь. За человечность по отношению ко мне, ну вот давайте возьмем канал, да. Сколько мне ставят лайки из всех просмотренных, блин? Минимальная часть. Да, я напоминаю, я не выпрашиваю, я просто напоминаю. Ну, поставьте лайк, потому что там как бы на YouTube, на канал это действует. Но людям, многим просто пофиг. Во-первых, некоторые вообще не знают, что такое лайк и зачем он нужен. Ну, я же не обижаюсь на этих людей. Я же не говорю, что ах, вы бессовестные, вы посмотрели, лайк не поставили, комментарий не написали. Зато мне приятно, и я знаю, что те, кто мне пишут, это самые такие интересные люди, и поэтому я вам всегда отвечаю. Если вы мне не поленились написать комментарий, ну как я вам могу не ответить? Тем более, если вы задаете какой-то вопрос. Ну да, если будет много подписчиков и много вопросов, наверное, как я уже тоже говорил, я просто не смогу всем отвечать. Ну, пока что я справляюсь, но я уже на пределе, на максимуме. Тем более, если какие-то вопросы даже будут по делу, по постройке, это тоже уже потом со временем, наверное, будет стоить денег. Потому что, ну, если я трачу на кого-то целый час и объясняю чего-то, вообще информация, она стоит денег.
И как видите, некоторые вещи, то, что мы делаем, допустим, за 23 дня, человек может делать неделю. Если я вам могу дать какой-то совет, почему бы меня чем-то не отблагодарить? Опять же, по-человечески. Человечности мы хотим, любим. Ну, давайте будем начинать с себя. Каждый. А чем я лично полезен своему соседу, своему двору, дому, другу и вообще этому миру? Здесь вообще в последний момент понял, что лучше поставить слив сюда, потому что, видишь, у нас уже было вот эта вот херня, самая нижняя точка. Либо мне ее надо было поднимать сильно, либо оставить уже так, как есть. Сколько уже месяцев стояло, это все текло. Как получилось, так получилось. Напоминаю, все по минимуму. Но теперь хотя бы эта вода будет стекать. Ну, трубу надо поменять. То есть докупить кусок и пустить ее к стене. Закрепить. А здесь, видите, протекало уже даже вот так. Ну ничего, закрасим. Эта краска у меня валялась уже много лет. А тут как раз пригодится. Не? Можно было бы не красить. Да как-то хочется. Вот эту человечность надо правильно понимать. Знаете, это моя работа. Я за счет нее живу, и она мне приносит деньги, на которые я кушаю и все остальное. Это так же, как таксиста попросить, ну, подвези меня тут пару километров по-человечески. Может быть, бы и сосед или другой человек бы и подвез. Но он таксист, и это тоже его работа. И у него другое отношение к тому насчет, чтобы подвести кого-то. И еще одно по-человечески. Я всегда почти на всех работах делаю что-то дополнительное. Здесь, в Свете, я много очень вещей сделал, за которые просто деньги не брал. Ну, скажем, обрезать дерево. Я скажу, что ты мне, Света, дай мне 50 евро. Пошел, обрезал и все. Не знаю, так получилось. Мне главное хоть что-то пойдет. И краска кончилась. Мои остатки. Трубу надо, блин, переделать. Un'altra di quella. Se no devi tirare la grondaia forte. Cambia la curva che faccio i buchi qua. Facile riscaldare e girare o andare a ricercare adesso? Tanto tu Io questo- metto ora Ah, comprato. sì. Qua non c'è. Здесь тоже получилась фигня. Купил я два поворота для этих курвы, так сказать, для трубы. И одна не те градусы. Надо было, чтобы она более плавная была. Здесь рядом такую не продают. В Лерой Марлене вообще какое-то западло было на кассе. Я потратил, блин, полчаса. Они не могли этот штрих-код считать. Бегали туда-сюда. Я, как вспоминаю, мне еще раз идти не хочу. А вдруг дождь пойдет, мне надо, чтобы оно работало, уже истекало. Поэтому я решил, попробую согнуть. Опять же, это не элитный какой-то дом. Здесь все можно рядом найти, крученное, верченное, кривое. Поэтому для этого дома никто это даже и не заметит. И, естественно, Света тоже не будет против. Пока будет так. Мне еще кусок там на углу сзади ставить. Возможно, потом докуплю и поменяю. Этот поставлю туда, где не видно, а сюда поставлю что-нибудь покрасившее. Пока мне надо, чтобы вода вытекала. Марьян, кстати, не любит такие работы, чтобы что-то там мудрить. Мне надо пойти купить новое. Я понимаю, но для меня вот я всегда должен выйти из положения из того, что есть. Мне так и интереснее, и дешевле, и быстрее всегда получается.
Опять же, вот этот вот минимум денег, он к этому приводит. Так как я вам рассказывал, что любой гидравлик, он не приходит, вот ему надо 3 какие-то запчасти, он только эти 3 и принес. У него целая сумка обычно всяких поворотов, кусков труб, и он может сидеть, этот конструктор, собирать. А здесь у тебя маленькая ошибка, все, любой гидравлик приходит тебе что-то делать, ну, это не работа гидравликов, но то же самое, они по 10 раз бегают в магазин, причем им даже в кайф это. Вот то, что я сделал, скажем, не отходя от кассы, то эти рабочие другие, итальянцы, скажем, как они работают, он бы сюда бегал, 3 раза еще. И я вам гарантирую, что несколько недель бы делал эту трубу, бо то того не хватает, то забыл. Они иногда раз как будто специально это делают. Просто дурдом. Две курвы, 2 трубы, полчаса покупать, потому что ходичи не работает. Пошла опять фотографировать. Это какой-то ужас, малым что-то покупать. Ну вот так вот я полчаса потратил, потому что не работал штрих-код. Заостановилось и все. Даже такая мелочь. А что там, пойди купи. Ага. Даже это иной раз бывает проблема. Ancora. Cazzo. И так во всем, в любой работе. Нету гвоздя, нету сверла, нету шурупа, нету отвертки или еще что-то там не хватает или не то. Все, работа останавливается. Марьян в шоке, он еще такого не видел. Per uscire acqua, non per scherzo. Acqua esce, esce. Tubo regge, regge. Preciso, preciso. Ma che cazzo? Vabbè, leggi un po' come lo faccio io. Aspetta, devi prendere. Tagliati di nuovo. You weigh me down. You don't care, no one measures up to you. One day soon you'll taste that medicine of yours, and karma will hit you hard. Oh, it's about to blow up in your face. Hella, hella, yeah. Excuses causing bling want me to think. Give me a break. You're hella, hella fake. Go back to being nothing. Ooh, ooh, ooh. Gotta do what you do. Ooh, ooh, ooh. Gotta do what you do. Late nights with sick buffets, that's you. Mhm. Another smooth ride and a brand new chick. What a trick. Fireworks. Кривая, но пока так.
она, так сказать, как сапог такая, даже модно так. Окей. Какая луна сегодня красивая, такая полная.